Избирательная кампания продолжается. Начался для избирателей, да, наверное, и для представителей СМИ самый интересный этап, агитационный этап в средствах массовой информации в печатных изданиях. Вы видите, уже идут дебаты, появляются агитационные материалы в печатных изданиях, политических партиях. У нас происходят и продолжаются организационные мероприятия, связанные с подготовкой выборов на уровне избирательных комиссий. 2 дня осталось до окончания формирования избирательных комиссий участковых, то есть 10 числа все участковые комиссии, которые созданы в общие сроки, должны быть сформированы. В настоящий момент, я на прошлой пресс-конференции говорил, у нас 94 472 избирательных комиссий участковых, но это не значит, что эта цифра окончательная. У нас могут организовываться избирательные комиссии вплоть до за 3 дня до дня голосования, это в местах пребывания, на судах, полярных станциях и так далее. То есть комиссии еще количество будет увеличиваться, и формирование их должно точно так же завершиться за 3 дня до 30 ноября, должно их формирование быть закончено. Сегодня по поручению председателя будут переданы списки участковых комиссий с адресами в правоохранительные органы, для того, чтобы не смогли взять их всех под охрану в те сроки, которые предусмотрены законодательством. В субъекты Российской Федерации переданы и формы, и тексты избирательных бюллетеней, и в некоторых субъектах уже началась печать этих избирательных бюллетеней. Сегодня в 10 часов утра Центральная избирательная комиссия на фабрике «Гознак» получала избирательные бюллетени для выборов, которые проводятся на территории дипломатических представительств Российской Федерации за пределами территории. Всего получено для выборов за рубежом 1 301 400 избирательных бюллетеней. Напомню, что в 3 странах, в Польше, в Германии и в Латвии у нас будут на избирательных участках дипломатических представительств использоваться комплексы электронного голосования. Там бумажных бюллетеней не будет. Кроме того, на избирательных участках города Байконур там тоже будут использоваться комплексы электронного голосования. Поэтому это количество избирательных бюллетеней, оно меньше, чем количество избирателей, зарегистрированных за рубежом. Это 1 800 000 избирателей, то есть поэтому чуть-чуть меньше. Всего у нас избирательных бюллетеней предполагается изготовить 111 миллионов 772 тысячи избирательных бюллетеней на выборах, которые будут проводиться вместе и в России, и за рубежом. Кроме того, у нас неделю назад, по-моему, прошел сюжет по поводу одной из политических партий, где демонстрировались там листы со специальными знаками марок. Могу сказать, ни один лист марок никуда на этих выборах не пропал, находится в избирательных комиссиях. То, что предъявлялось, нам уже известно, что это с выборов 2008 года, чтобы не было сомнения, что где-то можно взять все соответствующие формы, на которых печатались эти специальные знаки марки, уничтожены были при приеме. Печаталось это на пермской фабрике «Госзнака».
Количество специальных знаков марки соответствует количеству изготовленных избирательных бюллетеней, то есть общее количество. Напомню, что избирательный бюллетень считается действительным при выдаче, если на нем наклеен специальный знак марка, если имеется две росписи членов участковой избирательной комиссии. На комплексах обработки избирательных бюллетеней специальный знак марки наклеивается не в правом верхнем углу, а с оборотной стороны, чтобы не было проблем считывания отметок.